Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу стильную вместительную пляжную сумку или городской шопер. Вязать я буду из пряжи Levita Cotton Batik. Техника вязания очень популярна в этом сезоне, и она подразумевает монохром или сочетание цветов. Так как не хочу заморачиваться с подбором цвета, я использую уже заведомо окрашенную пряжу. Нить этого производителя очень нежная и мягкая, и при этом крепкая. 60% катон, 40% акрил. В 100 граммах 220 метров. Производитель рекомендует крючок 2-4 мм. Я остановилась на 3-миллиметровом инструменте. Ссылку на приобретение данной пряжи я оставляю в описании под этим роликом. Приятным бонусом является то, что заказ можно сделать с бесплатной доставкой через Валберес. Перед вами будет выбор из широкой палитры цветов. Мой цвет TB03. Это переход от нежно-бирюзовых и фиолетовых к более насыщенным тонам. Клубок по ходу вязания меняет свою тональность, и получаются неповторимые и очень красивые сочетания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Я накидываю нить на ладонь, оборачиваю вокруг, минуя мизинец. В перекрещение нитей вставляю крючок сначала под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. Образуется первая петля, провязываю 2 воздушных для подъема на необходимую высоту ряда. Далее в кольцо буду вязать столбики с одним накидом. Накид, протягиваю через 2 петли на крючке, потом еще через 2, снова накид, подхватываю, провязываю 2 петли, потом еще 2. У меня получается пучок из 3 столбиков. Между такими пучками будет провязываться 1 воздушная. Далее еще один пучок из 3 столбиков. Первый, второй и третий. И снова воздушная. Далее мне нужно провязать еще 2 пучка по 3 столбика, между которыми не забыть провязать воздушную. Всего столбиков будет 12. Готово. В конце провязываю точно так же воздушную и максимально туго стягиваю кольцо. Здесь у меня будет соединение ряда. Из ряда в ряд оно будет одинаково. Я подхватываю первую петлю ряда, она сразу после подъемного столбика. Подхватываю рабочую петлю и увожу ее наизнанку. Далее в расстояние, которое образовалось после соединения, вставляю крючок в петлю. Подхватываю рабочую нить и снова 2 воздушных для подъема на следующий ряд. Здесь у меня край начала, его я буду также ввязывать в полотно. Делаю накид в ту же самую точку, откуда вышла у меня первая петля. Я вставляю крючок и провязываю столбик с одним накидом. В эту же самую точку еще один столбик, в пучке он 3. Точно так же воздушная между пучками, накид, и следующая точка — это та арка, которая образовалась между пучками в прошлом ряду. То есть вот у меня пучок из 3 столбиков и та самая воздушная, тут небольшое отверстие, сюда вставляю крючок и провязываю в эту точку еще один пучок из 3 столбиков с одним накидом. Далее мне нужно перейти на вязание квадрата. Поэтому в 4 точках моей заготовки я сейчас буду делать добавление. Воздушная петля
и провязываю еще один пучок из 3 столбиков в ту же самую точку. Это и будет добавлением. Таких добавлений у меня в этом ряду 4, и в каждом последующем тоже, для образования четырехугольника. 2 пучка в одну точку провязано, воздушная, нахожу следующую точку, накид, и в эту точку провязываю точно так же 2 пучка, между которыми 1 воздушная. Так до конца ряда. В конце ряда добавление приходится на точку начала. Три добавления провязано, уже провязана 1 воздушная, и, как я и говорила, в точку начала у меня провязывается последний пучок. Накид, 2 столбик и накид, 3 столбик. Здесь я делаю воздушную и соединение ряда по аналогии с прошлым рядом. Вставляю крючок под первую кромочную косу ряда, увожу туда петлю, далее вставляю крючок в соединение, подхватывая эту петлю, с помощью рабочей нити формирую следующий ряд 2 воздушными петлями подъема. Напоминаю, ввязываю край начала. Здесь уже можно его укоротить, отрезать, либо продолжить ввязывать. Он, в принципе, мне не мешает. Итак, накид, та же самая точка. Формирую первый пучок из 3 столбиков уже 3-го ряда. Готово. Далее воздушная. Здесь со следующего ряда я буду делать добавление, провязывать по 2 пучка из 3, то есть по 6 столбиков в углы, между которыми будет воздушная. Вот в этих точках. В точках на пути к углу я провязываю только 1 пучок из 3 столбиков. И так далее. Расстояние между углами с каждым рядом будет увеличиваться. Поэтому до угла в арке я провязываю только по 1 пучку. Готово. Далее воздушная и добавление, которое придется на угол из 2 пучков. Так до конца ряда. 3-й ряд заканчивается 12-м пучком в ту же самую точку, в которую и начинался. То есть здесь в конце ряда идет последнее добавление. Провязываю 3 столбика с 1 накидом и делаю соединение ряда. Следующий ряд будет последним. В 4-м ряду будет точно так же 4 добавления, подъемные петли, накид, 2 столбик и 3 столбик в точку начала. Далее будет по пучку между углами 1, 2. В угловую точку снова провяжу добавление. Здесь, здесь, здесь и последнее в точку начала. 12 пучков в прошлом ряду, значит в следующем плюс 4. 16 пучками закончится 4-й ряд. Далее 1 ряд обвязки. Вставляю крючок и образую первую петлю следующего ряда с помощью 1 воздушной. Далее буду вставлять крючок. Над пучками у меня 2 точки для провязывания. И в арку также 2 точки для провязывания. Столбики без накида. 1 столбик, в следующую точку 2 столбик и через арку 2 столбика. 1, 2. Потом снова 1, 2 точки. 1 столбик без накида, 2
и в арку 2 столбика. Так вяжу до угла. В угловую точку точно так же 2 столбика. Это упростит сшивание деталей и не даст запутаться. Вот подхожу к угловой точке. Первая точка для провязывания над пучком, вторая, и в арку между пучками провязываю 2 столбика без накида. При сшивании один столбик будет относиться к этой стороне, второй столбик к этой. Если провязать вершину 3 столбика, здесь может произойти путаница. Вяжу до конца ряда. И последний столбик приходится в первую угловую точку. Таким образом, в эту точку тоже провязано 2 столбика. Я отрезаю нить с небольшим запасом. Этот запас пойдет на сшивание деталей. Вытягиваю, вставляю крючок в первую кромочную косу ряда с изнанки на лицо и увожу нить сначала на изнанку, потом возвращаю ее в исходную точку для того, чтобы завершить деталь и край был аккуратный и одинаковый. Размеры детали получились 9,5 на 9,5 сантиметров. Таких деталей для сумки мне потребуется 27. Не пугайтесь, они вяжутся на одном дыхании, при этом у каждой получается свой неповторимый узор. Все свои заготовки я разделила на 3 партии, по 9 штук. 2 убираю в сторону и с первой девяткой начинаю работать. Первые 9 деталей мне нужно сшить последовательно. Подбирая тональность деталей на свое усмотрение, я нахожу угловые точки, в которые было провязано по 2 столбика. Первый, второй. Вот второй столбик, шов пойдет по этой стороне, вставляю крючок в полупетлю с одной стороны и нахожу на аналогичную петлю на другой детали, вставляю крючок в полупетлю, протягиваю рабочую нить. Далее последовательно полупетля с одной стороны, полупетля с другой и соединительная. Так до конца шва у меня всего 16 точек. От угловой точки до угловой. Угловыми точками я называю одну из петель, провязанную в угол. То есть здесь пришивание закончится в этой точке, так как этот столбик будет относиться к этой стороне. Продолжаю пришивать. Еще раз, если у вас 4-рядные заготовки, у вас тоже 16 точек для пришивания. Такой аккуратный шов получается. И последняя точка. С одной и с другой стороны аналогичные петли, вытягиваю нить. Так продолжаю. Мне нужно сшить 9 деталей. Последовательность из 9 сшитых деталей я убираю в сторону. И для себя уже распределила по цветам квадраты для следующих деталей заготовок. 3 на 3 одна и 3 на 3 другая. Здесь я прервала все нити и буду вводить нить для сшивания, так как шов будет проходить насквозь, без прерывания через все детали. Нахожу нужные мне точки в угловой части, здесь и здесь. И начинаю прокладывать шов, подхватывая под 16 точек с каждой следующей детали. Здесь закончились точки для пришивания. Я провязываю одну воздушную и подхватываю аналогичные точки со следующей парой деталей, не прерывая нити. Этой же нитью продолжаю шов. Так прокладываю горизонтальные швы здесь, здесь, здесь и здесь.
Я прокладываю первый вертикальный шов и в угловой точке делаю следующее. Здесь у меня уже провязаны соединительной последняя точка, 16-я, с одной и с другой стороны. И я подхватываю точки, уже задействованы горизонтальным швом. Соединительная, далее мимо цепочки соединительная. И снова точки задействованы горизонтальным швом. И далее перехожу на сшивание непосредственно тех частей, которые не были сшиты горизонтальными швами. Здесь получается такое аккуратное перекрещение. Продолжаю по всем сторонам. Я немного прогладила заготовки. Теперь буду собирать мою сумочку. Прикладываю боковую часть, это часть боковина сумки и донышко, к моей детали 3 на 3. С помощью дополнительной нити подхватываю намеченные точки, которые относятся к этим сторонам квадрата. Здесь шов будет очевидный и выпуклый, столбиками без накида. Подхватываю обе дужки кромочной косы и создаю первую петлю. Далее каждая следующая точка столбик без накида. Край начала и все нити попутно я ввязываю в полотно. Здесь прокладываю шов до момента, где мне нужно сгладить вот эту часть заготовок. Здесь в точке провала я уже задействовала 16 точек для провязывания и подхватываю 3 точки для того, чтобы провязать их вместе. Эти точки были задействованы при создании этого шва. Здесь за обе дужки, в центральной части, и еще одна петля за обе дужки, которая относится к перпендикулярному шву. И провязываю эти 3 петли вместе. Подтягиваю нити, продолжаю сшивание. Одна деталь вшита в другую. И теперь прикладываю третью деталь и прокладываю точно такой же шов со стороны квадрата. Готово. Основные швы я сделала. 3 детали соединены вместе. Здесь сейчас я перехожу на обвязку края. Столбиками без накида. Крючок вставляю за обе дужки кромочной косы, где углы у меня провязываю точно так же, как и при сшивании, пытаясь их сгладить. Так я провяжу 2 ряда столбиками, 2-3 на ваше усмотрение. По спирали можно без соединения рядов. Я провязала 3 ряда столбиками без накида и сравняла край. Уже наметила маркерами точки вывязывания ручек. Хочется сказать, что расстояние между маркерами одинаково как здесь, так и с этой и с другой боковой стороны, чтобы тяжесть на сумку распределялась равномерно. Итак, я перехожу к вывязыванию ручек. Сейчас мне нужно 4-м рядом обвязки дойти до маркированной точки. Последний столбик вывязываю в маркированную точку и создаю цепочку из воздушных петель размером моей ручки. Может быть разная у всех, поменьше, побольше, на плечо или в руку, на ваше усмотрение. Мне достаточно. Хочется сказать, что от маркера до маркера 18 сантиметров. Цепочка из воздушных получилась порядка 44 сантиметров. Все, слежу, чтобы она не перекрутилась. Поправляю и привязываюсь в маркированную точку.
По аналогии делаю и по противоположной стороне. Я подхожу ко второму ряду по ручкам. И здесь каждый раз в начале ручки и каждый раз в конце ручки я буду провязывать выточку. То есть 2 петли вместе. Это позволит сформировать гармоничную ручку, которая будет прекрасно смотреться на сумке. Я вставляю крючок в последнюю точку по полотну сумки, вытягиваю петлю и вставляю крючок в первую точку по ручке, вытягиваю петлю. И эти 2 петли провязываю вместе. Таким образом формируется выточка. Далее подхватываю за обе дужки цепочку из воздушных и провязываю столбики без накида до конечной точки по ручке. Я подхожу к окончанию обвязывания ручки. И здесь точно так же, как при начале, я провязываю выточку. Вставляю крючок в последнюю точку ручки, вытягиваю петлю. Теперь в первую точку по полотну вытягиваю петлю и эти 2 петли провязываю вместе. Так я буду делать из ряда в ряд, в начале и в конце ручки. Сейчас я навязываю количество рядов, чтобы ручка была нужного размера по толщине. Продолжаю ряд за рядом. После создания цепочки из воздушных петель для ручки я провязала еще по 5 рядов с одной и с другой стороны. Выточка перехода выглядит вот так, очень аккуратно и лаконично. Теперь я заканчиваю вязание, просто отрезая нить с небольшим запасом. Окончание ряда у меня приходится на боковую часть сумки, чтобы было менее заметно. Ввожу крючок в следующую кромочную косу, увожу нить туда и возвращаю в исходную точку, после чего прячу по изнанке. Сумка получилась супер яркая и эффектная, при этом легкая и вместительная. Повторюсь, за вами выбор сочетания цветов и тональностей. Ссылку для заказа пряжи оставляю в описании под этим роликом. Я уже прикрепила бирку и связала к этой сумочке панаму. Видео по вязанию головного убора, очень яркого, в технике бабушкин квадрат, я оставляю в описании под этим роликом. Обязательно подписывайтесь на мой канал, будет много интересных видео. Всем пока!